Версию без полос и клубничку вы найдете в Бусти и Телеграме. Говорят, хорошей женщины должно быть много. О-ля-ля. И как же мы будем делать это? Какая ж ты опасная, пупс. Но ничего, думаю, мы подружимся. Я ожидал чего угодно, но не того, что она схватит нас и заставит отрастить себе пенис. Итак, господа и миледи, сегодняшний старитейл посвящен одной очень любопытной студентке по имени Эви. Все в ее жизни шло неплохо, училась она магии в эльфийской Бауманке. Но как-то раз на одной лекции профессорша обмолвилась, что есть такая штука, как темная магия. Называется ментальная концентрация. Наша отличница тут же заинтересовалась, что за таке. Поясните, мол, дорогая учительница. Но та осеклась, заявив, что это абсолютно недопустимый контент, а всех, кто этим занимался, давно уже вычислили, назначили инагентами и попрощались с ними в ближайших подвалах. Однако Эви заинтересовалась этой самой запрещенкой, включила VPN и стала шарить по архивам библиотеки в надежде все-таки узнать, что же это была за магия. И нашла она кое-что действительно интересное. Инфернальную магию можно использовать, если добыть эссенцию. Ничего не поняв, но вдохновившись, Ева пошла искать вход в секретную лабораторию. Долго шарясь по универу, она совсем отчаялась и думала, что все безнадежно. Как вдруг обнаружила места, не отмеченные на Яндекс.Картах. И, разумеется, пошла прямо оттуда. Внимательно посмотрев наверх, я сразу понял, что приключение будет захватывающим. Что-то темные мутили тут втихаря. Да так, что им пришлось прятаться в этих катакомбах, которые, как мы вскоре узнаем, представляют собой чуть ли не целый закрытый городок. Правда, никого в нем не было, и это настораживало. Не, вру, кое-кто, оказывается, был. Красный мутант, прислужник эльфийских извращенок по кличке Себастьян. Из статуса домашнего питомца он за счет ловкости и смекалки ухитрился дослужиться до подавана кофе. Как поведал нам дьяволенок, начальство узнало, какой нецензурщиной занимаются тут местные исследователи, и тут же свернули проект. Поэтому тут так и пусто. А этого поймать не успели, да и лень, видать, было. И тут мы можем заметить интересную особенность нашей Евы. Она внимательно и сразу просекает, что мелкий засранец может помочь ей с переводом здешних манускриптов, и что он находится тут незаконно, а следовательно, если что, его можно и шантажнуть. Краснокожец сообщил, что если мы хотим выяснить все про инфернальную магию, познать, так сказать, белые волны липкой эссенции, то нам нужно устроить глубокое погружение в самые недра исследовательского центра. Правда, тут все околдовано мощнейшей магией, так что пробраться тут сможет только либо Вася с ломом и отверткой, либо тот, кто шарит в колдунстве. Для меня это означало одно: нужно использовать свои великолепные магические навыки, дабы взломать каждую гребаную дверь и добыть слоноватую тягучую эссенцию, каких бы жертв нашей девочке это не стоило. Магический дух жаждет ибо. Как оказалось, Ева владеет телекинезом и может перемещать объекты. Я понимал, что играю в клубничковую игру, а значит, от нее можно ожидать любых самых неожиданных подлянок. Поэтому я решил проверить, а допустит ли разработчик уничтожение мною важнейшего элемента, без которого я не смогу пройти в следующую дверь. Перманентно, в смысле. Скорее всего нет, но на всякий случай я решил попробовать, испытать. Прелестно. Да, что самое интересное, этот предмет не появился автоматом на том месте, где я его взял. Так что шутить с Personal Study было нельзя. Ибо заруинишь катку и назад не отруинишь уже никак. Из интересного я обнаружил личный дневник, в котором мы могли смотреть клубничку. К сожалению, ее не так много, как мне бы хотелось, а хотелось бы больше, потому что она здесь очень круто сделана. Все, что есть на данном обновлении, я правильно записал, и в вырезанном контенте вы найдете. Есть, правда, в ней нюанс. Клубнички в смысле. В определенных аспектах она может показаться чересчур экстравагантной. Некоторые ракурсы так и вовсе вас оттолкнут, а кого-то, возможно, и возмутят. Подобного я еще ни разу не записывал. Да-да, вот так вот. Она не так близка к традиционным ценностям, как, возможно, кому-нибудь хотелось бы. И в один момент я даже словил себя на мысли,
может нафиг не надо и вырезать эту часть, сделав вид, что ее и не было. Но потом подумал получше и такой: ай, да, была не была, оставлю все. И ближе к концу видоса вы поймете, о чем идет речь. Первую загадку я прошел, и меня тут же ждала уже вторая. Глаз найти в темной комнате. Ну окей, нашел его, и мне открылась дверь. Во втором кабинете, предательски похожем на первый, я нашел первую запрещенку, о которой говорили профессора. Исследователи баловались призывами различных существ, и нам срочно требовалось повторить ради науки. Поэтому я, произнося калима, вызвал демонического мужчину. Причем, как я позже узнаю, у призывных существ работает принцип Терминатора. Они совершали свои перемещения исключительно без штанов. Что правда с ним делать, Ева пока не знала. За инфернальной энергией демон не шарил и к общению как-то не располагался. Демоненок объяснил, что для клубничковой сцены тебе придется страдать, Артемчик, очень долго и очень мучительно. Надо найти 3 камушка, расположенных черт знает где, и только после этого можно будет эссентиться с этими тупыми животными. Что ж, великолепно. Все было так, как я и люблю. Как 2 капли воды, похожие комнаты. Отсутствующий нахрен журнал квестов, а еще нет никакой навигации. Куда идти и что конкретно делать, неизвестно. Оставалось полагаться только на свое дьявольское чутье. И, конечно же, на чертов гайд, который помогал, но с огромным трудом. Разработчики явно в меня очень верили. Мать родная в меня так не верит, как они. Ну окей. У нас тут, кстати, повисла нешуточная интрига. Кто же будет первопроходцем у Евы? У кого же она безбожно вытянет всю эссенцию? Я то и дело находил книжки. И неудивительно, что их запретили к продаже. Да тут клейма ставить негде, настолько все непоказуемо. Следующая загадка была уже посложней. Надо было покрутить зеркала, поманипулировать пирамидкой и растопить ледяную дверь, проникнув в морг по совместительству крематорий. Растопив ледяной кубик, я получил ключ. Но это фигня, я получил еще и новое шматье, которое можно будет у зеркальца примерить. Однако пока было не до этого, нужно было собрать 3 камушка, а иначе ни о каком сборе эссенции речи идти не могла. Кстати, в своих догадках я ошибся. Не демон будет первым мужчиной нашей отличницы. Титул крушителя пилотки почетно получил Мимик, став первым существом, воспользовавшимся гостеприимством Евы. Но судя по ее невозмутимости, это был явно не первый парень нашей героини. Красавица точно была уже более-менее опытна в коечных исследованиях. И страсть Мимика не то чтобы ее совершенно не возмутила, но, скажем так, в глазах читалось, что ради науки можно пойти и не на такие жертвы. Да и к тому же в подземельях бывает так одиноко. От Мимика я получил не только ключ, ведущий к черт знает какой двери, но и обзавелся очередной эльфийской камасутрой. По сути, это были сцены, которые должны будут открыться нам, когда Ева наконец-то сообразит, как правильно инферналить эссентированную магию. Не успел я выдохнуть после предыдущей загадки, как меня ждала уже следующая. Разработчики, видимо, поняли, как я наслаждаюсь их подобно пулеметной очереди, идущими одна за другой головоломками, и поэтому останавливаться не собирались. И что сказать, действительно, не было предела моему наслаждению. Все бы отдал, лишь бы это продолжалось вечно. Ни хрена не врубившись, как разгадывать ребус, мы пошли к малышу, а тот занимался тем, чем обычно занимаются суровые парни после просмотра подобных видосов. Ева оказалась той еще сучкой. Она не смутилась, а посмеялась над малышом, вместо того, чтобы, как порядочная женщина с чувством долга и совестью, взять и протянуть тому руку или рот помощи. Себастьян же, осознав, что киса ускользает из-под его амуров, решительно попытался влезть в ее код да Винчи. А Ева же подумала, что половой акт вот с этим не будет иметь никакого оправдания, потому взяла и огрела нахала. И многострадальные шары Себастьяна ему за это спасибо точно не сказали. Я же разгадал очередную загадку, подсмотрев картинку в гайде. Не, я не тупой, просто я понял, что недостоин пока решать эти прекрасные головоломки. Добыв 3 камушка, можно было вызывать демона. В отличие от бедняжки Себастьяна, шары этого славного мужа сегодня от горя не лопнут. Малышка Ева не очень-то и хотела, но ради науки опытной рукой принялась проводить исследования по вытягиванию нужных компонентов. Хитрый демон, явно сообразив, ухитрился сдержаться, а потому красавице пришлось поработать над своим проектом другой областью и чуть более настойчиво. Что это
это в итоге дало? Хрен его знает. Ева и сама не врубилась. Но она погрозилась найти этому хоть какое-то объяснение. А вот я никак не мог найти дальше объяснение для себя. Хотя вроде вопрос был куда проще. Куда, блин, теперь идти-то? Не, я, конечно, заценил новый костюмчик и тут же снял его. Ведь там, если присмотреться, можно увидеть вот эти так называемые круглые точечки на грудях по центру. Если, боже упаси, 15-летний ребенок узрит их в Ютубе, то мы все понимаем, что он резко испортится. Резко. И можно будет отвозить бедолагу в дурдом, так как для общества он будет окончательно потерян. Поэтому от греха подальше я вернул старый костюмчик. Тем более был некий возвышенный шарм в том, что студенточке-отличнице приходится заниматься такими проектами со всеми этими письконосцами. Ох уж эти вожделенные мои фантазии. Но любителям костюмов не спешите впадать в траур. Будет в будущем еще один костюмчик, который я поношу. А этот же я немного использовал при записи клубнички, чисто для разнообразия. Так вот, о чем я. У меня началась проблема. Так как разработчики все еще продолжали в меня верить, они не объяснили, куда идти и что делать дальше. Журнал квестов, как известно, для слабых духом. Сильные духом, вроде меня, будут бегать 20 минут кругами по одинаковым лабиринтам, прям как в первый раз, наслаждаясь от вида очередного красного стола. Гайд был бессилен. Я переиграл заново, опять решив головоломку, думая, может, что-то упустил. Какие-то важные слова, которые бы указали, как мне жить дальше. Ни хрена я не упустил. Меня спасла тяжелая артиллерия. Один святой на просторах Ютуба проходил эту игру. И оказалось, надо было идти в дверь, находящуюся в самой первой локе, где сидел уже, наверное, с поголубевшими от любовных ограничений яйцами Себастьян. С одной стороны, у меня теперь было ютубное прохождение. Но наступит момент, когда и оно не поможет. И тогда папочке придется таки сдуть пыль с заклубничных мозгов и решать загадки самому. Вот тогда-то и будет полная жопа. С каждым новым продвижением по сюжету загадки становились все сложнее. И даже отборная эльфийская камасутра была слабым утешением. В один прекрасный момент нам понадобилась помощь Себастьяна. Опять. А тот обиделся, что Ева берет эссенцию даже у Мимика, но не у него. И я аж подумал, но сейчас-то у малыша явно получится воззвать к совести этой бездушной сучки. Но нет. Она сказала, я тебя сдам верховным, и они отправят тебя на малую родину. А ты сам знаешь, что там делают с теми, кто эльфам прислуживал. Так что давай бегом переводим манускрипты. Себастьян тут же засцал и притих. А зря. Я бы на его месте сыграл ва-банк. Дескать, чё, правда? Ну давай, иди, сдай меня эльфам. Но тогда они и тебя... Бля, язык покусил. Но тогда они и тебя отсюда выкинут. А следовательно, никакой демонической эссенции твоим вытянутым ушам не видать. Сработало бы точно. Но этого не случилось, а значит что? Значит, пора решать очередную головоломку. Зато я добыл вот этот костюмчик. К великому счастью, он скрывал те самые женские точки по центру. Так что дети не рискуют получить психическую травму, навек поломающую их судьбу. Жопа, а точнее преджопие, началось тогда, когда я попал в комнату планет. Гайд был вообще бесполезен, а YouTube почти бесполезен, потому что автор вырезал те миллион часов, что он потратил на решение этих головоломок. Справедливо понимая, что на такое в здравом уме вряд ли кто сможет долго смотреть. Так что мне оставались кривые скриншоты, где он уже показал результат. В итоге я почти что был лишен удовольствия 3 часа вращать кругляшами по окружности. Зато из свежего выпуска Камасутренных чудес я узнал кое-что любопытное. В сборе эссенции может участвовать не только демон, но и демонессиха. Как на ледяном полу, так и на нашем рабочем столе. А далее меня ждало то, на что я надеялся всю жизнь. Ролевая игра и немножко диалогов с другими героями. В комнате возлежала скучающая богиня. И она спрашивает, благословение что ли хочешь, седая дива? А та такая, а? Чё?
хер его знает, что это значит, но да, черт возьми, плохую вещь благословением ведь не назовут. Чтобы получить благословение, мне придется рыдать, потому что следующую головоломку пришлось решать самому. И не то, чтобы она была сложной, но 15 минут у меня ушло со всеми затупами. Для получения благословения богини надо было пробудить ее приспешников, обмазав магический кружок об дверь. Слуги ее спали, сама же богиня тонко намекнула, что надо, нет, не сосать, ну зачем же так пошло, а использовать специальный обряд пробуждения при помощи ротовой области. Это совсем другое, так как это не Себастьян какой-то там со своими ну пожалуйста, а жесткая богиня. И Ева тут же принялась клубничать сидящего приспешника. Она добыла полный тазик эссенции и протянула его богине. Та собственноручно пальцем оценила заморский деликатес, а весь оставшийся тазик с полной сметаной пришлось есть Еве. Но это было не самое озорное, ибо для кучи Еву наградили агрегатом, а потом 2 буйвола и сами сняли с отличницы пробу. Мы теперь могли менять форму, быть, обычной или быть демонессой с сюрпризом. Мне было интересно, а если остаться в демонической форме, то поменяются ли клубника сцены? И к моему удивлению, они подстроились под новый облик Евы. И это как раз то, о чем я и говорил в начале. Контент стал вызывающим, однако, хоть рука и тряслась, но записывала. Все во имя науки. В итоге, после богини меня ждала последняя головоломка с вазами, и пока что на этом этапе игра заканчивается.